Я приветствую всех подписчиков и друзей моего канала. К Пасхе мне захотелось связать вот такого вот зайчика, для того, чтобы можно было в нем хранить пасхальные яички. У него 6 кармашек, и в эти кармашки можно положить 6 крашеных яичек. Посмотрите, как вяжется этот зайчик, и вяжите со мной. Зайчика мы начинаем вязать с головы. Для начала мы делаем волшебное кольцо амигуруми. Затем вяжем внутрь 6 столбиков без накида. Один связали, теперь второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И теперь мы затягиваем это кольцо и начинаем вязать первый ряд. В первом ряду мы делаем прибавки в каждую петлю. Это значит, что у нас сейчас 6 столбиков без накида. И в конце первого ряда у нас будет 12 столбиков без накида. Вот. Раз, два. Вот. Опять 2 в одну. И так вот весь ряд. Я начинаю вязать второй ряд. Во втором ряду я делаю прибавку в каждую вторую петлю. Одну без прибавки и следующую 2 в одну. Одну без прибавки и следующие 2 в одну. В конце ряда у нас получается 18 петель. И 2 в одну. В следующем ряду мы вяжем прибавку в каждую третью петельку. Значит, мы делаем 2 петли без прибавки и в третью делаем 2 петельки, 2 столбика. Затем 2 без прибавки. И в третью 2. В конце ряда у нас таким образом получается 24 столбика. В следующем ряду мы делаем прибавку в каждую четвертую петлю. Это значит, что мы 3 петли вяжем без прибавки. И в четвертую делаем 2 столбика, 2 петельки, 3 без прибавки и в четвертую прибавку. Таким образом, в конце этого ряда у нас получается 30 петель. В следующем ряду мы прибавляем в каждую пятую петельку. Делаем 4 петли без прибавки, 3, 4
И в пятую делаем прибавку. Раз и два. 4 без прибавки. Раз, два, три, 4. И в пятую прибавку. В конце ряда у нас будет 36 столбиков. На 36 петлях мы перестаем дальше прибавлять и вяжем теперь 7 рядов без прибавки, просто петля в петлю. 7 рядов. У нас в каждом ряду получается тогда по 36 петелек. Надо всегда отмечать начало ряда, иначе вы потом запутаетесь, где у вас было начало, где середина ряда. Обязательно отмечать начало ряда. Я заканчиваю вязать 7-й ряд по прямой. Вот у нас получается такая форма головы. Довязываю этот ряд до конца. И затем со следующего ряда, с 14 ряда, мы начинаем убавки. Вот у меня метка там, где начало ряда, чтобы я четко знала, где мой ряд начинается, где он заканчивается. Вот я довязала до начала ряда. В этом ряду я убавляю каждую 5-ю и 6-ю петлю. То есть я делаю 4 петли, вяжу по прямой, просто так, петля в петлю. 3, 4. И следующие 2 петельки я делаю убавку. Вот я их 2 вместе провязала. Затем вяжу опять 4 петли 1 в 1. И затем 2 вместе. 5-ю и 6-ю я вяжу вместе. Таким образом у меня начинается убавление. В конце этого ряда должно остаться 30 петель. В следующем ряду мы вяжем вместе каждую 4-ю и 5-ю петлю. Это значит, что мы 3 петли вяжем по прямой. Раз, 2, 3. И в 4-ю делаем убавку. Мы вяжем вот эти 2 петельки вместе. Затем опять вяжу 3 петли без убавки. Раз, 2, 3. И затем делаю убавку. И так весь ряд. В конце ряда у нас получается 24 петли. В следующем ряду убавка уже идет в каждую 2-ю и 3-ю петлю. Я вяжу 2 петли без убавки. И следующую 3-ю и 4-ю вяжу вместе. 2 без убавки. И 3-ю и 4-ю вместе.
Вот таким образом. В конце ряда получаем 18 петелек. Такая у нас голова, она немного вытянутая получается. Это не шарик, как бы, он более вытянутый. Ну, такая вот у нас голова будет у зайчика. Следующий ряд мы вяжем просто 18 столбиков без накида по прямой. Просто петля в петлю. Таким образом мы заканчиваем голову. У нас получается в конце 18 столбиков.